Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию небольшой сумочки кроссбоди из шнура с узором рыбья чешуя. Вот такая сумка у меня получилась по мастер-классу. Связала я ее из полиэфирного шнура. Также можно использовать любую другую пряжу, подходящую вам по толщине. По размеру сумочка получилась высотой 19 сантиметров и шириной 24 сантиметра. На этом видео мастер-классе мы научимся вязать вот такой красивый узор рыбья чешуя. В описании под видео я оставлю артикулы на магазин Wildberries, где вы можете приобрести всю необходимую фурнитуру для вашей сумочки. Подписывайтесь на мой канал и смотрите мои видео. Материалы для вязания сумки. Нам понадобится полиэфирный шнур толщиной 2 мм, всего 500 метров в мотке, и крючок номер 3. Также из фурнитуры для ремешка нам понадобятся карабины, сердечки или обычные 2 штуки. Колечки 20 мм, либо полукольца. Впоследствии я использовала полукольца, это даже было удобнее, чем колечки. И магнитная кнопка пришивная диаметром 18 мм. Начинаем вязание, оставляем короткий кончик нити и набираем цепочку 29 воздушных петель. Вяжем первый ряд, пропускаем первые 3 петли. В четвертую петлю вяжем прибавку 2 столбика с накидом. Далее продолжаем, вяжем уже без прибавок, каждую петлю по одному столбику с накидом. Итого 24 петли. Я отмечаю последнюю петлю, в нее мы пока что ничего не вяжем. Мы закончили, связали 24 столбика с накидом. Теперь в последнюю петельку мы провязываем прибавку 6 столбиков с накидом. Переходим на другую сторону, аккуратно прячем кончик нити внутри петель, вяжем 24 столбика с накидом.
Обратите внимание, здесь я тоже отмечаю первую петлю, в которую мы делали прибавку. В нее мы пока что ничего не вяжем. Мы закончили, связали 24 петли. Теперь в первую петлю мы провязываем прибавку 3 столбика с накидом в одно основание. Закрываем последний ряд, отсчитываем третью петлю из цепочки воздушных петель. Вводим в нее крючок, делаем соединительный столбик и затем 3 воздушные петли. Теперь давайте посмотрим, по окружности у нас должно получиться 60 петель вместе с цепочкой из воздушных петель. Далее вяжем второй ряд. В первые 3 петли делаем прибавки. Первая петля — это у нас та петля, в которую мы соединяли. Вот мы сделали первую прибавку. В следующую петлю вяжем 2 столбика с накидом. И в третью петлю тоже вяжем 2 столбика с накидом. Итого мы сделали 3 прибавки. Теперь отмечаем первую петлю из прибавок с другой стороны. И далее мы вяжем 24 столбика с накидом. Мы закончили, связали 24 петли. Теперь мы переходим к прибавкам на другой стороне. Здесь у нас было 6 петель. И в каждую из 6 петель мы делаем прибавку 2 столбика с накидом в одно основание. Итого 12 петель. Далее продолжаем. Отмечаем здесь первую прибавку с другой стороны. И до нее провязываем 24 столбика с накидом. Закончили, связали 24 петли. И остается последние 3 петли. В них мы провязываем прибавки по 2 столбика с накидом в каждую из 3 петель. Закрываем ряд, отсчитываем третью петельку из цепочки воздушных петель, делаем соединительный столбик и затем 3 воздушные петли. Итого по окружности у нас получается 72 петли. И вяжем последний ряд донышка, третий ряд. Сразу в первую петлю делаем прибавку. Затем 1 столбик с накидом. В следующую петлю опять делаем прибавку 2 столбика с накидом в одно основание. В следующую петлю опять вяжем 1 столбик с накидом. И последняя, третья прибавка, 2 столбика с накидом в одно основание. Далее отмечаем первую петлю из прибавок на другой стороне и до нее провязываем 25 столбиков с накидом. Закончили, связали 25 петель. Теперь на этой стороне мы также делаем 6 прибавок. В первую петлю вяжем 2 столбика с накидом в одно основание. Затем в следующую петлю 1 столбик с накидом. В следующую опять 2 столбика с накидом в одно основание. И так продолжаем вязать. Делаем 6 прибавок, чередуем их через 1 одинарный столбик.
Отмечаем первую петлю из прибавок на другой стороне и до нее провязываем 25 столбиков с накидом. Закончили, связали 25 петель. Остается сделать еще 3 прибавки. Их также чередуем через один столбик с накидом. Закрываем третий ряд и делаем 3 воздушные петли для следующего ряда. И тут по окружности у нас получается 84 петли. Давайте измерим. Длина 20 сантиметров и ширина 7 сантиметров. Далее мы вяжем без прибавок, вводим крючок под следующую петлю и вяжем столбиками с накидом по окружности всего 83 петли. С учетом цепочки воздушных петель в начале у нас получается 84 стежка. Далее мы провязываем еще один такой же ряд на 84 стежка. Далее мы начинаем вязать наш узор рыбья чешуя. Вначале делаем одну воздушную петлю, затем отступаем 3 столбика. Вводим крючок под тело 4-го столбика и вяжем 6 столбиков с накидом в эту арку. Затем 3 воздушные петли и 1 соединительный столбик в верхушку последнего столбика с накидом. Далее смотрим, здесь у нас идет следующая арка, вводим крючок снизу вверх и провязываем в эту арку тоже 6 столбиков с накидом. В конце делаем одну воздушную петлю. Вот так у нас выглядит первый раппорт узора. Теперь пропускаем следующие 2 столбика и в верхушку третьего вводим крючок и вяжем 1 столбик без накида. Затем одну воздушную петлю. Внизу вместе с первым столбиком отступаем 3, 1, 2, 3. И в 4-й столбик мы провязываем в арку 6 столбиков с накидом.
Далее 3 воздушные петли. 1 соединительный столбик в верхушку последнего столбика с накидом. Далее в следующую арку вводим крючок снизу вверх и провязываем 6 столбиков с накидом. Одна воздушная петля. Пропускаем 2 петли в верхушку третьей, вяжем столбик без накида, воздушная петля. И вот у нас готовы 2 раппорта узора. И далее мы будем уже вязать самостоятельно. Обратите внимание, между раппортами узора у нас по 5 столбиков должно быть. Всего раппорт узора состоит из 7 петель. У нас 84 петли, и у нас должно получиться 12 раппортов узора. Мы закончили этот ряд, связали 12 раппортов узора. Закрываем последнюю петельку. Здесь у нас 2 столбика, и в верхушку третьего это у нас также первый столбик. Провязываем соединительную петлю. Теперь нам нужно будет перенести нитку на другую сторону. Для этого мы закрываем петлю, проносим через нее донышко сумки и затягиваем. Итак, у нас получается 12 раппортов узора, и далее мы вяжем следующий ряд. Отступаем назад на половину раппорта и вводим крючок в середину предыдущего раппорта. Вяжем цепочку 3 воздушные петли. Далее вводим крючок в верхушки петель, которые находятся позади узора. И провязываем в них столбики с накидом. Итого нам нужно связать 83 столбика с накидом в этом ряду. Не забываем, обязательно вяжем столбик с накидом над цепочкой воздушных петель из предыдущего ряда, где у нас было начало ряда. Также обратите внимание, в том месте, где у нас идет столбик без накида, мы вводим крючок с правой стороны. Итак, мы продолжаем, вяжем по кругу 83 столбика с накидом. Закончили этот ряд. Закрываем последнюю петельку. Итого по окружности у нас 84 петли. Итак, теперь раппорты узора у нас будут располагаться между предыдущими раппортами. Вначале делаем воздушную петлю, затем отступаем 3 петли внизу, и под тело четвертого столбика мы вяжем 6 столбиков с накидом.
Далее вяжем 3 воздушные петли, 1 соединительный столбик в верхушку последнего столбика с накидом. Далее 6 столбиков с накидом в следующую арку. Одна воздушная петля. Далее пропускаем 2 петли. Верхушку третьей петли вяжем столбик без накида и воздушная петля. Вяжем следующий раппорт. Пропускаем 3 петли. И в тело четвертой петли провязываем 6 столбиков с накидом. Три воздушные петли, 1 соединительный столбик в верхушку последнего столбика с накидом. И вяжем 6 столбиков с накидом в следующую арку. Пропускаем 2 петли, верхушку третьей петли, столбик с накидом и воздушная петля. И так продолжаем до конца ряда 12 раппортов. Мы закончили этот ряд. В конце ряда 2 петли отступаем и в последнюю петлю, она же первая у нас, провязываем соединительный столбик. Затем нам нужно будет перенести начало ряда, поэтому закрываем эту петельку. Теперь мы отступаем на пол раппорта вперед и из середины первого раппорта провязываем 3 воздушные петли. И затем вводим крючок в верхушке петель за узором и вяжем столбиками без накида 83 петли. Итак, мы продолжаем с вами так вязать до конца ряда и продолжаем вязать, как и предыдущие ряды. И провязываем вверх всего 12 раппортов узора. Мы закончили, связали 12 раппортов узора. Следующий ряд мы вяжем обычными столбиками без накида. Провязываем по кругу 84 петли.
Далее продолжаем без поднятия ряда, вяжем опять 84 петли. В следующем ряду мы будем присоединять полукольца. Для полуколец мы оставляем по 5 петель с двух сторон и между ними по 37 петель. От начала ряда провязываем необходимое количество петель до первого маркера. Следующие 5 петель вяжем через полукольцо, при этом, чтобы петли не растягивались у нас, мы вводим крючок ровно в середину петли галочка. И провязываем следующие 5 петель столбиками без накида через полукольцо. Далее мы провязываем 37 петель. И через полукольцо провязываем следующие 5 петель столбиками без накида. Вводим крючок в середину петли галочки. И провязываем оставшиеся 37 петель. Итак, продолжаем вязать в высоту всего 12 рядов. Мы закончили. Если считать все ряды столбиками без накида, то у нас получается 12 рядов. Теперь я подгибаю верх сумки вовнутрь до того места, где у нас начались столбики без накида. Закрепляю ниточку и провязываю через 2 полотна сумки соединительными петлями 84 петли. И таким образом у нас получается вот такой красивый плотный край верха сумки. Мы закончили, связали с вами 84 соединительные петельки в последнем ряду. Теперь кончик нити отрезаем и аккуратно прячем кончик нити внутри петель.
Далее я пришиваю магнитную кнопочку, пришиваю ее вручную, и для этого мне понадобится прозрачная мононить, нейлоновая нить. Заправляю нитку в иголку и ровно посередине верха сумки пришиваю с внутренней стороны магнитную кнопку на 4 стежка каждое отверстие. Далее вяжем ремешок. Сразу через отверстие на карабине делаем воздушную петлю и затем 6 столбиков без накида. Кончик нити прячем внутри петель. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. В следующем ряду вводим крючок за дальние полупетельки и провязываем тоже 6 столбиков без накида. В следующем ряду вводим крючок за полупетельки из двух предыдущих рядов и вяжем тоже 6 столбиков без накида. И далее продолжаю, вяжу точно так же, как предыдущий ряд, за полупетельки из двух предыдущих рядов и вяжу 6 столбиков без накида. И так продолжаю вязать его в высоту на необходимую мне длину. Я закончила, связала ремешок, у меня получилась длина примерно 105 сантиметров.
Теперь с другой стороны ремешка увожу крючок за все крайние петли и через отверстие на карабине провязываю 6 столбиков без накида. В конце кончик нити отрезаю и аккуратно прячу внутри петель. И вот наша сумочка полностью готова. Вот такая небольшая, но очень красивая вместительная сумка у нас получилась. Также я сшила подкладку для сумки. В описании под видео я оставлю ссылку на тот мастер-класс, где вы можете посмотреть, как шить подкладку для похожей сумки даже без швейной машинки. По размеру сумка получилась высотой 19 сантиметров и шириной 24 сантиметра. Длина ремешка 115 сантиметров. Я желаю вам приятного вязания и отмечайте меня на ваших работах в инстаграме. До новых встреч!